тебе могут забрать ему. Я чувака сфоткала, он идет, два монстра тащит, он по телефону разговаривает. И он говорит... Это был очень важный звонок. Нет, там очень забавный диалог на самом деле. Он звонит, разговаривает. Алло, да, приняли меня, вот, ведут. Да нет, ничего я не сделал, я просто встал. Чувак. Это такой кек был. Ну, он, видимо, встал, когда надо было бежать в этот самый момент, он встал. Да. Видела вчера Сабину в сторис вставляла, что у нее есть знакомый, который шел за хлебушком в магазин. Его задержали. Моя любимая история, я вчера в чате рассказывала, как чувак шел в Москве мимо митинга. На него напали менты, сломали ему ногу. А в протоколе написали, что он сам сломал ногу на самом митинге. Да, хотя он до него даже не дошел. Потому что ему сломали ногу. А сейчас в Москве говорят. Всем привет, с вами Артем, и сегодня мы с вами поговорим про митинги. Однако учитывайте, что это видео совсем не про политику, это видео про фотографию, про мой опыт. Как вы многие знаете, 23 января в прошлые выходные по всей стране прошли митинги. Я побывал на одном из них и могу рассказать, что да как было. Это видео посвящено тем людям, кто так же как и я боится потерять свою технику, будучи задавленной толпой, либо получившей от полицейского дубинкой. Есть много разных причин, из-за которых вам может не поздоровиться на митинге, поэтому, пожалуйста, взвесьте за и против и решите для себя, идете вы или нет вообще. И уже потом думайте, будет с вами фотоаппарат или не будет. Для себя я решил все просто. У меня камера одна, это Nikon D600 с объективом 35 мм. Соответственно, если я потеряю этот фотоаппарат, я не смогу ни записывать видео на этот канал, ни снимать для своих проектов, ни просто для себя в Instagram. Понимаете, да? Я копил на него 3 месяца, когда еще жил в общежитии студенческом. Мне не нужно было платить ни огромную арендную плату, ни ужасную коммуналку. Я вообще не знал, что коммуналка есть. Поэтому, если я потеряю фотоаппарат сейчас, возместить его потери будет нереально. Придется снимать на мыльницу, записывать видео на мыльницу и как-то с этим жить. Я такого пока что не хочу. Я рисковать не стал, я просто не шел туда, где были столкновения с полицией, я находился в отдалении, где все было тихо и спокойно. Пенсионеры ходили, люди прогуливались с собаками, там были даже школьники до 13 лет, в галстуках, в белых рубашечках, все как полагается, только-только с занятий. Итак, как же все было? Когда я добрался до Сенатской площади, там уже было оцепление полиции. И знаете, туда было довольно страшно заходить. Во мне протестовал параноик, потому что спереди была полиция, сзади была полиция. Я чувствовал себя как в ловушке. Однако это длилось совсем недолго, потому что спустя пару шагов толпа вдруг ломанулась назад. Начались первые задержания в Питере. Я вернулся обратно к Исаакиевскому собору. Я думал, что толпа поступит так же и потом отправится в гостинки, но как бы не так. Люди возвращались снова и снова на Сенатскую площадь, отходили к Исаакиевскому, возвращались на площадь, это повторялось раз за разом. В какой-то момент толпа все-таки разделилась. Дело в том, что кто-то только-только подходил к площади, и они шли туда, а другие, кто, как и я, прибыли раньше, решили пойти в сторону Невского проспекта. Честно, снимать было очень просто. Я не ощущал никакого напряжения, с которым я снимаю людей в обычный день. Я ощущаю себя агрессором, который посягается на личное пространство, и таким злодеем. В этот раз все было совершенно иначе. Я был на своем месте, я делал свою работу, документировал события. Люди это прекрасно понимали. На проспекте началось самое интересное. Людей было так много, что люди просто вышли на проезжую часть. Им не было места на тротуаре. От Адмиралтейки и до Гостинки не было ни одного свободного метра, где не было бы человека. Мне было так спокойно, что под конец дня я был просто шокирован тем, как много было задержаний в этот день. Я был очень удивлен, когда посмотрел статистику ОВД-инфо и обнаружил, что на этом митинге было задержано 3500 человек, включая 49 журналистов. Это огромная сумма, которая побила все антирекорды. Для тех, кто не в курсе, я поясню. ОВД-инфо – это проект, который занимается юридической помощью для граждан с активной жизненной позицией. Для граждан с активной гражданской позицией, для людей с активной гражданской позицией.
Ребята не только занимаются тем, что собирают статистику, они также высылают своих адвокатов, помогают правильно заполнить протоколы, и они помогают с судом. Вот, если вы хотите поддержать этих ребят, то ссылка будет в описании. Можете влить донат, можете просто про них рассказать, это будет полезно в любом случае. Так вот, к середине дня люди стали расходиться кто куда. Часть людей пошла на Марсово поле, как это обычно бывает. Я решил за ними не следовать, потому что Марсово поле, если честно, там никогда ничего хорошего не происходило. Другая часть людей прорвала оцепление и отправилась прямо на площадь Восстания. Я же, в свою очередь, созвонился с другими фотографами, и мы пошли в бар. Я посмотрел свои снимки с этого дня и могу сказать про них несколько вещей. Во-первых, да, у меня не получилось того самого кадра. Роберт Капа был прав, ты должен быть максимально близко к происходящему, чтобы получить хороший кадр. Я же предпочел быть на безопасном расстоянии, и получилось то, что получилось. Во-вторых, я, конечно, не могу называть себя журналистом, все-таки на этом митинге я был просто стрит-фотографом. Однако есть и плюсы. Как минимум, я сейчас могу общаться с вами и записывать это видео на свою камеру. Страх за технику – это та самая причина, из-за которой большая часть людей боится снимать репортажи. Но, знаете, бояться – это нормально. Вы должны понимать, когда риск стоит того, а когда он того не стоит. Взвесить за и против, решить для себя, как решил это я. Я нашел два выхода. Вы можете либо взять старый фотик, может быть даже пленочную мыльницу со вспышкой, либо вы можете, как я, находиться в отдалении от мест, где происходили задержания, где происходило все это месиво. Но вы должны понимать, что у вас так не получится никакой сенсации, и у вас будет просто стрит. Это нужно принять. Так что подписывайтесь на канал, показывайте это видео близким, друзьям и берегите себя. Пока.